Представьте себе бескрайнюю африканскую саванну. Солнце клонится к закату, сытый прайд львов отдыхает у кустарника, а вдалеке медленно идет носорог. Его шаги тяжелые и уверенные, он будто хозяин этих земель. И правда, мало кто решится бросить вызов такому титану Африки. Но практически у каждого животного в дикой природе есть противники, и для носорога самым страшным врагом стал человек. Браконьеры продолжают жестоко охотиться на этих гигантов ради их рогов, из-за чего популяция резко сократилась. Однако и в дикой природе, помимо человека, есть еще несколько очень опасных противников, и один из них – это прайд львов. Львы крайне редко решаются атаковать взрослого носорога, слишком велик риск получить смертельный удар рогом. Но если в стаде появляется детеныш или ослабленный носорог, то львы выходят на охоту. Все начинается с выжидания. Львицы выбирают цель, и прайд, словно слаженная команда, начинает приближаться. Они часто используют сумерки, когда носорог видит хуже или когда самка с детенышем утомлена жарким днем. Обычно пара львов отвлекает внимание, а другие заходят с фланга. Затем они заставляют носорога бежать, чтобы вымотать его, и лишь потом наносят удар. Ловкий прыжок, тяжелые лапы вцепляются в спину, а мощные челюсти тянутся к шее. Успех решают секунды. Львам нужно успеть завалить добычу на землю. Иногда носорогу удается вырваться и убежать, особенно если рядом помогают сородичи. Но бывает, когда саванна замирает, и на ее закате львы празднуют свою удачную охоту. Львы не единственные, кто осмеливается бросить вызов этому могучему зверю. В саванне и у ее водоемов есть и другие хищники, готовые воспользоваться моментом. У водопоя в жаркие дни кромка берега всегда кажется тихой и безопасной. Носороги часто приходят, чтобы напиться или принять холодную ванну. Но прямо под водой затаился невидимый враг – гигантский нильский крокодил. Его тело словно древняя машина убийства, а мышцы и броня созданы миллионами лет эволюции. Мгновение, и поверхность воды взрывается, мощные челюсти захлопываются на ноге носорога, и крокодил тянет его вниз в мутную пучину. У взрослого и сильного носорога есть шанс вырваться, но молодые или ослабленные особи часто не успевают увернуться, им не хватает сил, и они сдаются. А в сухих и пыльных просторах саванны свои правила диктуют пятнистые гиены. Эти африканские бандиты редко нападают в одиночку, их сила в численности, наглости и выносливости. Стая может преследовать молодого носорога часами, выматывая его бегом. Они кусают за ноги, заставляют останавливаться, а когда жертва уже едва держится на ногах, налетают всем скопом. Хитрые, коварные и очень опасные. Они не боятся практически никого в Африке, если действуют большой группой. Но среди всех врагов носорога есть один, куда более коварный и безжалостный, чем любой хищник Африки. И, как всегда, это человек. Охота браконьеров редко похожа на открытую схватку. Все происходит быстро и тихо. Чаще всего они нападают ночью, когда носороги отдыхают. Используют мощные винтовки с глушителями или даже наркотические дротики. Выстрел, короткий миг боли или оцепенения, и носорог уже беззащитен. Рог спиливают прямо на месте. Для зверя это почти всегда смертельная рана, даже если он еще жив. Ведь кровотечение и инфекции в дикой природе не оставляют шанса. Но зачем им рога? На черном рынке килограмм ценится дороже золота. В некоторых странах Азии его считают чудодейственным лекарством, хотя наука доказала, что это всего лишь кератин, такой же, как в человеческих ногтях. В других странах рог используют как дорогой трофей или символ статуса. К сожалению, каждый такой трофей – это жизнь одного из последних великанов Африки. Однако носороги не остаются беззащитными. В некоторых регионах Африки созданы специальные противобраконьерские отряды.
Эти благородные люди патрулируют саванну днем и ночью, а при появлении подозрительных туристов запускают дроны. На носорогов также устанавливают GPS-метки, чтобы отслеживать их перемещение. А в некоторых заповедниках власти прибегают к радикальной мере, заранее аккуратно спиливают рога, чтобы браконьерам нечего было красть. В Африке обитает два вида носорогов – белый и черный. И вопреки названиям, цвет их кожи почти не отличается. Разница только в форме тела, питании и поведении. Интересно, что в начале 20 века черные носороги встречались почти по всему африканскому континенту. Их было так много, что огромных животных можно было увидеть повсюду. По примерным подсчетам ученых, тогда насчитывалось около 800 тысяч особей. Но бесконтрольная охота и браконьерство за последние 100 лет поставили этих африканских эндемиков на грань исчезновения. Сегодня черных носорогов осталось всего около 6 тысяч, и они занесены в Красную книгу как вымирающий вид. Белых носорогов в дикой природе примерно 18 тысяч, и большинство обитает на юге Африки. Раньше существовал и северный подвид, но, к сожалению, он практически исчез. Белый носорог считается самым крупным из всех носорогов. Самцы могут весить до 2,5 тонн. У него широкая плоская морда с ровной верхней губой, созданная для того, чтобы захватывать и срезать траву у самой земли, словно живой бульдозер саванны. Они предпочитают открытые пространства, равнины и луга, где можно без труда найти густую траву. Белые носороги миролюбивы и часто живут небольшими группами. Черный носорог меньше, но гораздо более вспыльчив. Его губы заострены и подвижны, как щипцы. Идеальный инструмент для поедания листьев, побегов и веток. Он чаще встречается в кустарниковых зонах и предпочитает одиночество. Если белый носорог в основном полагается на размер и спокойствие, то черный – на скорость и агрессию, и может атаковать даже без особой причины. Африканские рейнджеры говорят, что встреча с черным носорогом в дикой природе может быть гораздо опаснее, чем с белым. Не потому, что он охотится на людей, а потому, что способен воспринять человека как угрозу и атаковать. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Это мотивирует нас создавать новые интересные выпуски. Обязательно пишите в комментариях, что вам особенно понравилось в носорогах и о каких животных вы бы хотели увидеть ролики в будущем.